Здорово, ценители прекрасного, нахалы и нахалесы. Если вы давно на моем канале, то знаете, что я просто без ума от звукового мира игр серии Нэнси Дрю. Подкупает не только богатый и разноплановый аудиоматериал, но и любовь к деталям. Композиторы, работавшие над саундтреками, в особенности Кевин Мантей, очевидно обладают талантом создавать музыку, которая является чем-то большим, чем просто музыкой. На канале уже давно есть плейлисты, в которых мне удалось собрать почти все композиции из игр Нэнси Дрю. Однако в этом видео мы подробнее поговорим о самом саундтреке, ведь это весьма важный игровой атрибут. К тому же мне давно хотелось осветить этот вопрос. Для большего погружения и получения максимального удовольствия рекомендую использовать наушники. С вами, как всегда, Кэптен Валентайн. Давайте начнем. Звуковые маркеры. В нескольких играх серии существует геймдизайнерская фишка «звуковые маркеры», которые можно услышать лишь в определенный момент игры. По большей части эти маркеры отражают преодоление игроком определенных чекпоинтов или сообщают о достижении прогресса, как будто подсказывают «ты на верном пути». К примеру, подобными маркерами сопровождается сбор медальонов в сокровище Королевской башни, нахождение частей ключа в тайне Алой Руки, продвижение по сюжету в таких играх, как «Похищение в театре», «Заколдованная карусель», «Туманы острова Лжи», и других. Нужно заметить, что данная фишка не будет встречаться в более поздних частях, по крайней мере в привычном виде. Однако, неожиданный камбэк произойдет в расколотом медальоне. После каждого подобранного кусочка искомого сюжетного предмета будет играть соответствующая воодушевляющая мелодия.
Паник-сегменты. Ни для кого не секрет, что геймплей игр с участием разнорабочего детектива состоит из чередования спокойных моментов, в которых мы исследуем локации, решаем головоломки, болтаем с подозреваемыми, и так называемых паник-сегментов, в которых требуется в кратчайшие сроки выполнить определенную задачу или действие. В противном случае игроку придется использовать функцию «второй шнапс». Каждый из вышеупомянутых сегментов сопровождается характерной композицией, которая, разумеется, отличается от остальных. Как правило, большей динамичностью и совершенно другим стилем. Это сделано с целью побудить игрока к действию. Большая часть подобных композиций недвусмысленно называется danger, то есть опасность. Предлагаю послушать некоторые из них. А вот интересно, что в игре Нэнси Дрю «Привидение замка Малой» вообще нет паник-сегментов и соответствующих композиций. Однако есть игровые файлы, по наличию которых можно предположить, что изначально опасные моменты были, но по какой-то причине от них решили отказаться. В игре Нэнси Дрю «Белый волк ледяного ущелья», несмотря на наличие динамических и паник-сегментов, была вырезана довольно эпическая по звучанию композиция «Олимпик». Как по мне, именно она должна звучать в финальном сегменте игры.
Наверное, для кого-то из вас большинство побудительных композиций не сильно отличаются друг от друга. Однако, вынужден с этим не согласиться. Я хочу лишний раз обратить ваше внимание на то, насколько стилистически разными они могут быть. Порой звучание вполне оправдывает название трека и словно переносит игрока в фильм-катастрофу. А иногда возникает ощущение реального физического столкновения, словно в каком-то файтинге. А вот, скажем, композиция в игре Нэнси Дрю «Тайна алой руки» по звучанию не сильно отличается от всех остальных, непобудительных. Ее выдает разве что чуть более стремительный темп. Безусловно, заслуживает похвалы композиция Legend в Нэнси Дрю «Легенда о хрустальном черепе», которая не привязана к какому-то игровому событию, но умело нагнетает напряжение и предоставляет заслуженную разрядку. Но, на мой взгляд, ни одна композиция по уровню воздействия на симпатико-адреналовую систему игрока не сравнится с образцом из игры Нэнси Дрю «Похищение в театре». Если быть точным, я имею в виду именно вторую паник-композицию, которая создает высочайший уровень саспенса и тревоги за счет стремительно нарастающего темпа и неутихающего тиканья часов. Своего рода подсознательного индикатора. Действовать нужно быстро, театр вот-вот снесут. По уровню воздействия на зрителя, или в данном случае игрока, Кевин Манты может вполне сравниться с Хансом Циммером. Альтернативные и вырезанные композиции. Не секрет, что далеко не все наработки композиторов попали в финальные версии игр. Большую часть измененных и вырезанных версий я нашел на официальных страницах Кевина Манте и Томаса Реджина в SoundCloud. Все ссылки есть в описании. Прежде всего напомню, что к самой первой игре «Секреты могут убивать» была заготовлена песня в стиле рэп. Про нее я рассказывал в первых ништяках. Также присутствовало несколько неиспользованных композиций. Затрудняюсь сказать, в какой момент игры их можно было услышать.
Могу лишь предположить, что вот эти две играли на экране выбора локации. Первая звучала бы в дневное время суток, а вторая в ночное. Но учитывая, что в игре взаимодействие с картой было минимальным, а ночная сцена всего одна, понятно, почему необходимость в этих треках отпала. В игре Нэнси Дрю по следу торнадо, как вы помните, можно взаимодействовать с радио. И существуют две композиции, которые присутствуют в файлах, но при этом я ни разу не слышал их в самой игре. Но при подготовке данного ролика я слушал это чертово радио целый час. И могу подтвердить, они действительно есть. Теперь я ненавижу скрипку. Не менее любопытна полная версия заглавной композиции Тихоокеанского забега в расколотом медальоне. Такое чувство, что в финальной версии потеряли окончание мелодии. А теперь послушайте композицию Касуми из игры Нэнси Дрю «Тень у воды», выполненную в стиле музыкальной шкатулки.
К более поздним играм серии также создавали несколько версий композиций. Обычно к релизу допускали более лаконичные. Вот, к примеру, композиция Clues из «Сгоревшего алиби». Она отличается более продолжительной партией скрипки и небольшим дополнительным сегментом с участием смычковых, духовых и прочих инструментов. Не то чтобы итоговая версия получилась хуже, скорее она оказалась не такой насыщенной и словно незаконченной. Другие альтернативные композиции из той же игры устроены по схожей схеме и, на первый взгляд, не сильно отличаются от финальных версий. Но я все равно оставлю их здесь, чтобы вы послушали. Далее перейдем к призраку поместья Торнтон. Существует измененная версия композиции Past. И лично я расцениваю ее как гибрид двух композиций – Ambient и Past из оригинального саундтрека.
Вдобавок, в финальную версию того же Торнтона не попала довольно динамичная композиция No Rest. Следующая альтернативная версия из игры Нэнси Дрю «Безмолвный шпион» определенно заслуживает внимания. Речь пойдет о композиции Memories. Продюсерам игры не понравилась первоначальная версия мелодии, и Томасу Реджину пришлось несколько раз все переделывать. Изначально композиция состояла из двух больших частей. Как звучит вторая, вы прекрасно знаете, поскольку именно она и попала в игру. А вот исполнение первой разительно отличается, в основном по причине иной инструментальной составляющей. Вдобавок, лейтмотив словно и вовсе другой, а контекстуальная привязка к Шотландии, в которой развиваются события игры, отсутствует. А вот так звучит вторая часть. Сразу узнается знакомая партия пианино, возвращается волынка и знакомый лейтмотив. Для игры Нэнси Дрю «Песнь темных вод» композитор Томас Реджин записал демонстрационную версию песни «Забытое обещание», сопроводив ее собственным вокалом. Foreign shore behind me and 100 more to go.
Stormy seas and starless nights caught on the cold winds below. So many years have put my battered bow up to the test. A long forgotten promise coming home at last to rest. Такой многоплановый саундтрек. В самом начале ролика я отметил, что у композиторов получилось не просто сочинить саундтрек, но и сделать его многоплановым. Что это значит? Давайте разбираться. Как вы думаете, зачем вообще играм нужен саундтрек? Во-первых, саундтрек может сообщить игроку определенную информацию. Порой для этого бывает достаточно нескольких вступительных композиций. К примеру, в самой первой части поначалу меланхоличная композиция «Мистери» подчеркивает сюжетную завязку игры. Детективу предстоит расследовать убийство ученика, в какой-то степени раскрыть тайну, узнать чей-то секрет. А затем композиция становится более напряженной, и мы считываем, что дело может представлять опасность. Ведь недаром игра называется «Секреты могут убивать». Во-вторых, саундтрек обозначает сеттинг, передает атмосферу игры, а в некоторых случаях словно переносит в определенную эпоху. Думаю, вы сможете привести большое количество примеров. В качестве эталона я бы назвал композиции из «Тайны Алой Руки», которые мгновенно переносят игрока в цивилизацию майя. И это ощущение возникает благодаря тому, что учитываются особенности музыкальной культуры индейцев, с ярким акцентом на духовые и ударные инструменты. А порой у композиторов получается самая настоящая этническая музыка. В одном из своих видеоэссе я рассуждал о стилистическом разнообразии композиций. Оставлю подсказочку в правом верхнем углу. Если же говорить про передачу атмосферы целой эпохи, то как нельзя лучше с этим справляются композиции из «Секрета старинных часов», которые словно переносят игрока в Америку 30-х годов 20 века. Причем, обратите внимание, эмоциональная окраска композиции неоднородна.
Как вы понимаете, еще одна черта саундтрека – передавать зрителю или игроку определенное настроение. Давайте сравним две диаметрально противоположные композиции из «Псов-призраков лунного озера». Или же, к примеру, две разные игровые ситуации в «Чудовище пещеры Капу». Согласитесь, получается достаточно широкий эмоциональный диапазон. Уж точно больше, чем у зубочистки, да? Музыка в играх серии Nancy Drew способна вызывать и пробуждать различные чувства. Радость, скорбь, ностальгию, подозрительность, страх, напряжение и многие-многие другие. Я знаю, что это прозвучит странно, но даже магию можно передать посредством все того же саундтрека. Для этого идеально подойдет композиция из «Похищения в театре». Интересно, что опытные геймеры могут буквально с первых нот не только узнать композицию, но и ассоциировать ее с игрой, что рождает колоритные и незабываемые образы. К примеру, вот здесь мы жалуемся на жару и собираем овощи. Здесь бродим по замку и пережидаем снежную бурю. А здесь гуляем по Венеции и едим джелатто. И так далее.
И было бы упущением сказать, что Нэнси Дрю не умеет пугать. Еще как умеет. И по большей части за счет своего саундтрека. Вы с легкостью можете составить плейлист стрёмных композиций из игр этой серии. Вперед из песни, как говорится. Интересные и неожиданные факты. И в последнем сегменте данного видео я расскажу несколько интересных, а быть может не очень, фактов. Начну с баяна. Композицию из игры Нэнси Дрю «Призрак Венеции», а именно ту, которая играет в танцевальном клубе, можно отчетливо услышать в рекламе средства от простатита. Живите с этим. Дружище, с кем не бывает, стрессы, возраст. Да принимай наш... Там 12 капсул, надолго хватит. Бегу. Следующий факт, возможно, покажется странным, но в нескольких композициях можно услышать звук разливающейся газировки. Не знаю почему, но мне это показалось забавным. Композиция «Гоблин» из саундтрека к игре Нэнси Дрю «Призрак Венеции» по сути представляет из себя отрывок из симфонической поэмы «Водяной» чешского композитора Антонина Дворжака. Забавно, что в англоязычных источниках ее указывают как «The Water Goblin», то есть «Водяной гоблин». Композиция Curse из «Тайна ранчо теней» заимствует небольшой отрывок спиритической композиции из фильма «Властелины стихий» 1998 года. А звуковой эффект, сопровождающий появление Юрея в Нэнси Дрю «Тенью воды», позаимствован из игры Necronomicon The Dawning of Darkness. Мы с вами выяснили это на одном из стримов. Композиция Empire, которая звучит в «Проклятии поместья Блэкмор», своими первыми нотами напоминает известную лунную сонату Людвига вана Бетховена. Сомневаюсь, что открою вам Америку, но существует iPad-версия игры Нэнси Дрю «Тайна ранчо теней». И суть даже не в специфичном геймплее, а в том, что она содержит ряд песен, или, если угодно, баллад. Звучат они примерно так. This is the tale of the bandit's flute and how it came to be that golden dreams of blissful love soon failed you and me. Oh, my love, ride far and fast for me. I'll wait in your Balbuena town in a house high above the sea. А на этом у меня все. Если будет желание, зацените и другие видосы по Нэнси Дрю. На канале у меня их много. А какие у вас любимые игровые композиции? Напишите в комментариях. Спасибо за просмотр и за поддержку канала. Ах да, еще кое-что. Недавно я обнаружил в YouTube необычную интерпретацию основной музыкальной темы игр Нэнси Дрю. Она сочетает в себе черты как ранней, так и поздней версий. Звучит весьма гармонично и душевно.
Даже есть определенная доля эпичности. Я бы не против услышать ее в новой 34-й игре серии. Впрочем, мечтать не вредно. Оставляю вас наедине с музыкой. С вами был любитель игровых саундтреков Кэптен Валентайн. До новых встреч!